Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем разбирать и пересмазывать действительно легендарный объектив. И это не вот этот вот полосатый Белома гелик, нет. Ну, объектив, конечно, неплохой, но это попса. Не путайте попсу, гелик, например, и легенду. А легенда у нас это вот этот мир. Почему? Ну, а сколько у нас объективов получили высший приз в Брюсселе 58 года? Давайте посчитаем. Мир 1, Таир 11, Таир 3, объектив крайне редкий Руссар и МТО 500, МТО 1000, то есть 6. Если я не ошибаюсь, 6 объективов получили у нас высший приз на международной выставке Экспо 58 года в Брюсселе. Так здесь у нас и написано 58 год. Так что этот объектив, он почему легендарный-то? У него картинка уникальная. То есть особенно вот у этих белых. У них действительно уникальная картинка. То есть он и в меру софтовый, и в тот же момент у него резкость неплохая. Даже на 2.8 она неплохая. Если зажать до 4 там, или до 5.6, то вообще резкость отличная. То есть это идеальный объектив, ну, я так думаю, для того, чтобы использовать его в кино. Мне этот вариант достался, я хотел давно именно белый, мне он достался за 3500. Я считаю, это очень хорошая цена. Линзы у него на 4 с плюсом, но внутри есть грибок. Далее у него очень тугой ход кольца, ну просто вообще жуть, надо лучше лишний раз его туда-сюда не гонять, потому что может крошиться геликоид. Естественно, здесь у нас не совпадают шкалы, то есть он неправильно скручен. А здесь у нас следы клея, вот он, скорее всего этот приклеен у нас, переходничок с 39 на 42 резьбу. Ну, а все остальное, нужно все пересмазывать. Это очень сухая, тоже ходит оно неплавно, с рывками. Вот у меня видно, как пальцы у меня с такими рывками скользят. Но это все мелочи. Самое главное, что у него линзы на 4,5. И именно этот у нас 66 года вариант. Загорский ЗОМЗ. В чем есть проблема? У него он неправильно собран. То есть, как обычно, вот мне попадают объективы. Хочешь ты объектив там прям почти новый, покупай его за 7, за 8, за 10. В зависимости от жадности продавцов. Ну, я купил за 3,5, жутко доволен. Несмотря на то, что мне как-то товарищ мой, киношник, предлагал такой чуть ли не бесплатно, там, по-моему, или за 500 рублей так, символически забираю. Он был сильно убит у него. Ну, такое, на 3 у него состояние. И линзы были поцарапаны сильно, и сам он был убитый. И я как бы немножко с ним побегал, и мне он не зашел. Ну, понятно, почему. Там такой муар шел жуткий от него. Ну, убитый. Это примерно то, что я показывал вам на Юпитере 12. Я позаимствовал у моего товарища версию, на время, естественно, вологодскую. Она у нас 88 года. Ну, в принципе, то же самое, только того, что здесь уже 42 резьба, у меня 39 с переходником. Но и то система это зеркальная, то есть они не дальномерные. У него он здесь вот здесь идеально плавная диафрагма. Ну, здесь, да, суховато скачет, вот прям суховато скачет. И здесь тоже, в принципе, он в состоянии очень-очень хорошего. Но есть одно но. И у него МДФ не 0,7 метра, не 70 сантиметров, а у него МДФ тоже в районе 45. И у моего тоже где-то в районе 40 сантиметров, там я рулеткой до миллиметра не измерял, но это не важно. И бесконечности на моем нет точно. И, честно говоря, едва я на этом, то есть я не могу утверждать, что и на этом она есть. То есть я думал, что я по примеру этого соберу свой, но на деле бесконечность я не заметил и на этом. Но у меня точно еще хуже. То есть у меня, скорее всего, он на шаг еще более неправильно собран. В конечном итоге я буду его разбирать, потому что мне очень нужен ширик. И мне предстоит диплом. Я хочу попробовать вот его использовать при съемке дипломного фильма. Моего, это московская
школа, киношкола «Свободное кино». Я у них решил повысить квалификацию, и вот мне нужно снимать. Так что я буду ориентироваться по этому. И давайте будем пробовать действительно бомбезный объектив, потому что у него очень классно, несмотря на то, что однослойное просветление, у него отличная пластичность картинки, действительно такая вот прям пленочная. Это один из немногих объективов, который выдает прям такую вот пленочную. То есть Юпитер 9, белый, выдает такую картинку. Вот этот Мир 1 выдает такую картинку. Таир 11 выдает такую картинку. Вот прямо она, ну настолько вот она пластичная, какая-то такая винтажная картинка. Поэтому я вот очень себе хотел именно белый. Может быть, подкоплю деньжат и еще один куплю, потому что, вы знаете, я всегда там хочу, чтобы у меня было как минимум 2. Мало ли, нужно будет диалог такой, быстро вот разобрать на 2 камеры одинаково. Так что будем приступать к разборке нашего замечательного объектива Мир 1. По классике действуем. Разбираем вначале узел геликоида от узла линзоблока и диафрагмы. Здесь у нас есть наше затяжное кольцо, которое соединяет узлы. Вот оно. И оно крепится вот этим маленьким болтиком. Я его уже немножко вот вытащил, скажем так, наружу. Его выкручиваем. И насколько я могу понять, здесь просто берем и вот эти пазы выкручиваем кольцо. И теперь берем наш инструмент. И вот у нас специально пазы. Берем и выкручиваем эту нашу затяжную шайбу. Или колечко. Вот я его уже сорвал. И вот так вот оно полностью откручивается. Так, есть. Здесь явно кто-то уже лазил. Видно, что оно все неправильно собрано. Теперь, по идее, насколько я понимаю, оно должно сейчас просто взять и отделиться. Вот так. Легко. Здесь юстировочное кольцо. Это в сторону. Как обычно, мы будем заниматься этим отдельно. Так, подсказок я пока никаких не вижу. Будем с этим делом разбираться. Здесь у нас ограничительных болта 2. Первый у нас на МДФ, на минимальную дистанцию фокуса. И второй у нас на бесконечность. Так, по поводу геликоида. Здесь у нас вообще все понятно. Он реально довольно простой. Сейчас мы выкрутим колесо фокуса. Ну, это мелочи, вот они, болтики. Сейчас не об этом. Давайте посмотрим, какое есть положение геликоида на данный момент по отношению к нашему вот серебристому корпусу. То есть здесь сам геликоид, вот я ногтем поддеваю, я специально себе оставляю, чтобы можно было как-то вот цеплять, показывать вам. Здесь где-то у нас вот полмиллиметра. На черной версии позаимствованной где-то миллиметр. Нужно будет его посадить глубже. Потому что чем ближе геликоид к матрице, тем вот больше будет на бесконечность работа. Формула простая. Поэтому давайте мы просто пока будем разбирать, а потом методом тыка уже будем дальше действовать. Но визуально запомнили. Здесь на данный момент у нас где-то полмиллиметра. Оно должно быть примерно на миллиметр. Откручиваем вот эти болтики. Вот они. Я рекомендую выкручивать их полностью, потому что когда будете мыть, лучше хорошенько все промыть и тут все промыть, чтобы они там где-то не цепляли песок, пыль. Поэтому вытаскивайте. Главное их потом не посеять. И колечко у нас снимается все-таки назад. Вот мы снимаем наше кольцо. Далее, после того, как вы сняли кольцо фокуса, вы увидите кучу всяких разных дырочек, отверстий и так далее. Вот здесь в одном месте будет болтик, у меня его нету. Его выкручиваем. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы снять вот эту вот черную часть. Вот здесь есть дополнительные пазы. Сорвать инструментом, если оно не срывается руками. Что нужно сделать? Нужно упереть вот эти два между собой. Вот так. Упереть два ограничивающих болта. И просто вот по отношению к этой линии против часовой стрелки начать крутить. И вот оно начинает выкручиваться. Это кольцо. Крутим, 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 снимаем до конца. И на то же место оно у нас
должно встать. Вот оно вышло. Вот так. Хвостовик у нас снимается очень легко, просто тянем его, он ни за что не держится, просто тянем его. И вот у нас появился наш геликоид. Ну а далее выкручиваем наши ограничивающие болты. Этот, я думаю, вообще можно не трогать. У меня сразу здесь есть проблема, этот не выкручивается, у него сорванная резьба. Я подумаю, или я его буду как-то оставлять, или я его потом выкручу как-то отдельно. Но на данный момент я не могу его выкрутить, он просто прокручивается и не выходит. Может быть, пинцетом его достану. Да, все-таки вот что значит не в самом лучшем состоянии объектив. Я выкрутил этот вначале и, получается, выкрутил его наоборот, потому что этот не выходит. Я попробую его снять. Ну вот он прям вылетает. Ну, конечно, это ужасно. Ладно, это я уже буду что-то с этим делать. Как бы то ни было, все это отправляется на мойку. Дальше будем с этим разбираться. Все вымыто. И теперь нужно собирать геликоид. Но есть одно но. Никаких обозначений от завода я не заметил. И как его собирать правильно, вообще непонятно. Где какие отметки, где какие. То есть, единственный способ — это методом тыка подыскивая на сухую, без смазки. И потом, собирая его хотя бы вот полностью на сухую, весь геликоидный узел, и примеряться. Вот где вот у нас вот будет торчать на миллиметр, на 2 и так далее. Только так, по-другому никак. Здесь у нас, понятно, вот с этой ямочкой, такой впадинкой, это должен быть у нас сзади. И то есть вот так мы его будем где-то подыскивать, вот так закручивать. И методом тыка подбирать. Насчет правильного положения геликоида. Я здесь минут 15 поковырялся. И даже был немного удивлен. Но, скорее всего, то положение геликоида, оно правильное. И да, то есть немного бесконечность не долетает. Не понимаю, почему так было сделано, но смотрите. Мы вкручиваем вот этот. Здесь, видите, свободно. Для того, чтобы мы могли там где-то на шаг двигать. Мы вкручиваем этот болт и начинаем заводить. И мы доводим до того состояния, как вот оно упирается. Все, вот оно уперлось в сам корпус. Видите? Вот, уперлось. Стукнулось. И это правильное положение. И теперь мы отведем немножко назад. И вот здесь будет болт. Вот эта дырочка. Он ему не позволит упереться. То есть это максимально близкое положение вот туда. То есть к матрице. И значит, это и есть вот положение на бесконечность. По-другому просто не получается. И у нас будет вот здесь вот болт такой же. Не будет давать упереться. Вот здесь будет стучать. И точно так же будет стучать вот здесь. И другое положение, то есть я попробовал положение еще глубже. Нет, оно где-то вот здесь, уже на полоборота, полностью упирается в корпус. Почему-то вот так. Все, давайте тогда смазывать и вкручивать уже все наши болты. Я буду использовать ту же смазку Castrol LMX. Да, в нее входит литий. Да, то есть есть в составе, но в этом циатиме тоже литий. Да, действительно, вот они тоже на литиевой основе, и поэтому, есть просто теория, что оно разрушает алюминий, вот, но мне кажется, ничего так не разрушает алюминий, как отсутствие смазки. Хотите, через полгода геликоид пересоберите. Через год, там, не знаю, оно собирает пыль при активной как бы съемке, использовании, оно песок, пыль забивается, да все забивается. Вот вам для примера голова штативная. Вот здесь все в пыли, в земле, потому что мы в полях работаем. Вот, все вот это вот. Это все нужно вымывать. И здесь другая смазка, естественно, используется, совсем другая, полностью невероятно густая смазка тут используется. Вот, но дело не в этом. При активной съемке вы все равно там через годик захотите пересмазать. Или может быть вам что-то не понравится, или может какая-то пылинка. Они не герметичные, это не современные объективы. Поэтому я считаю, что не надо париться. Хотите циатимом, хотите силиконовыми смазывайте. Меня это по густоте устраивает. То есть я буду смазывать ей. Смазки много не будем намазывать. В этом нет необходимости. Небольшой геликоид.
Я думаю, что будет отлично себя чувствовать. И теперь ловим. Навскидку вот правильное положение. А как я это определяю? Вот примерно сантиметр между расстоянием между вот этим болтом и вот этим. Вот и вот оно сразу пошло. Примерно сантиметр. Это я навскидку. Может быть, на какой-то шаг могу ошибиться. И начинаем потихоньку вкручивать. Сейчас сразу поймем, угадал я или не угадал. Это лишнее все потом уберем. Да. И вот оно уперлось. Да, все, стало. Вот наше правильное положение. Вкручиваем остальные два болта. Все, стукается, все, двигается. Дальше смазываем здесь. Смазываем вот здесь. Я вижу, что здесь была работа, ходила аккуратненько. Все здесь смазываем, чтобы ходил хвостовик спокойно и свободно. Соединяем. И, кстати, вот уже можем навскидку. При вас прям скину. И вот оно едва-едва, вот, видно, торчит, как и было. Смазали здесь. Все тонким слоем, но везде. И точно так же здесь, вот тут направляющую. И вот здесь тоже была смазка, значит она здесь была нужна. Смазываем и здесь. Пусть слой будет тонкий, но равномерный. Ну и теперь накручиваем наше кольцо, которое именно держит сам хвостовик. Болтика у меня сейчас нет. Он становится четко на свое место, за это не беспокойтесь. Если я пойму, что у меня хвостовик как-то расшатывается, что-то не так, я подыщу этот болт. На данный момент у меня такого маленького просто нету. Все, спокойненько себе накручиваем его до упора. Почему немножко будут не совпадать значения, где-то уходить от красной линии? А видите, у меня резьбы криво нарезаны были в корпусе, из-за этого вон они все криво, ну и здесь тоже кривовато. И они все поэтому немножко по диагонали, поэтому оно немножко будет не совпадать. В этом нет ничего такого смертельного. Итак, наш геликоид полностью смазан и собран. Идеально плавно двигается. Единственное, меня, конечно, немножко смущает вот этот вот болт ограничивающий, но у него раздолбанная резьба. Если он вылетит, я буду думать, как его уплотнить. Возможно, какой-нибудь немножко намотая фум лентой уплотню. Потому что это было раздолбано там, я не знаю, 50 лет назад, я понятия не имею. Ну, то есть нужно по-хорошему ее как-то или уплотнить, или нарезать новую. Видите, вот он здесь, вот он шатается. Но если вылетит, я тогда буду думать. Так, механическая часть готова. Далее будем заниматься диафрагмой и линзоблоком. Двигаемся дальше. Первое. Выкручиваем болт, который двигает нашу диафрагму. Вот он тоже такой большой. Вот он. Берем его и выкручиваем. Далее. Есть маленькие болты. Вот я их уже немного сдвинул. Оно точно так же имеет свои гнезда под эти болты. Вот они. Вот. И в сторонку это колечко. Далее. Та обойма, которая держит у нас и двигает диафрагму. Вот. Она у нас является и тем же ограничителем. То есть и точно так же вот она двигает. И если мы будем, допустим, двигать вот от 16 там, до 4, точно так же вот оно будет и ограничиваться. Диафрагма. Ну и тоже 20. Где у нас? Ага, вот оно уже, видите, не дает. И вот 22,8, вот оно будет вот так вот. Поэтому для того, чтобы ее выкрутить вот здесь по резьбе, она будет упираться, вот здесь мы начинаем ее выкручивать, и она начинает упираться вот в эти болты и эту пластинку. То есть ее нужно будет полностью открутить. Выкрутили болтики, и вот наша пластинка отошла. И теперь для того, чтобы выкрутить обойму, нужно вот поддеть вот что-то типа шарика, такой валик. Он не дает нам выкрутить. Вот его просто берем, да, и вытаскиваем. Берем ее и выкручиваем. Ничто уже не мешает выкрутить ее просто по резьбе. Вот она выходит аккуратненько. Все, есть. Вот это наше кольцо. Это является и ограничитель, и двигатель диафрагмы.
Теперь нужно выкрутить вот этот болтик маленький. Это является лишь ограничителем, чтобы оно вот упиралось в него. И вот этот болт, он эту всю конструкцию вместе держит. Потом, я так думаю, что оно выкрутится по резьбе. Только обязательно нужно будет запомнить или пометить место, вот может быть здесь черточку под гнездо, чтобы он зашел именно глубоко. Он должен глубоко зайти, этот болтик. И теперь вот мы упираемся в этот ограничивающий болт. Я думаю, что все это можно будет выкрутить по резьбе. И вот оно у нас пошло. Все кольцо целиком. Да, все кольцо целиком у нас пошло по резьбе. Есть? Есть. И вот у нас все это снялось. Здесь это латунное с резьбой кольцо и с вот этими делениями, оно просто потом уже выходит. Оно, получается, также прижимает вот это. Эти болтики даже не трогайте. Вообще не трогайте. Нет никакой необходимости это разбирать, вот эти два элемента. Только если они 100% вы понимаете, что они у вас собраны неправильно. Двигаемся дальше. Вот у нас есть колечко. Я думаю, что оно просто является неким таким ограничительным. Вот здесь болтик, его снимаем. Это, я думаю, по типу Юпитера 8. И потом оно просто по резьбе тоже выйдет. Просто выкручиваем по той же резьбе. Не забывайте, что его нужно будет поставить ровно на то же место. Не исключено, что лицевое титульное наше колечко, оно цельное. Я имею в виду со всей этой частью. Я пока не понял, есть ли где-то какая-то резьба там или какой-то болтик, но обычно оно болтиком зажимается и просто выкручивается. Как бы то ни было, теперь нам нужно добираться до линзоблоков. Выкрутил часть заднего линзоблока, просто вот маленькое колечко, вот оно, выкрутил, и вот наша линза. Аккуратно поддеваем. Так. Инструментом. Ух ты. Затянуто крепко. И вот у нас кольцо пошло. Здесь резьба двойная. Отдельная резьба под светофильтр и немножко меньшая, вот она. Немножко меньше под вот это колечко. В сторонку. И теперь аккуратно на тряпочку переднюю линзу. И мы видим точно так же колечко зажимное. Будем откручивать. Откручиваем то колечко зажимное. Потом будем все отмывать, не волнуйтесь. Пока можно и пальцами. Перчатки засираются настолько быстро. Здесь все в смазке, вот все в смазке. Вы перчатки запаритесь отмывать. Так, вот у нас. Еще вышла линза. Не перепутайте. Вот она. Видите? Выпуклая. Выпуклая она получается вот так наружу. Я ее выбил, она у меня прилипшая. Я ее выбил вот такими легкими постукиванием. И смотрим, что у нас там дальше. Еще он у нас такой довольно сложный линзоблок. Что я сделал в конечном итоге? Мне удалось разобрать все полностью. И теперь будет возможность это промыть. Что я сделал? Я мелкими простукиванием все-таки удалось последнюю линзу вытащить. Далее я раскрутил вот этот болтик. Он просто держит диафрагму целиком. Вот она. Вот сюда. Вот так оно фиксируется. Вот эта ямочка под болтик. Вы не перепутаете. Можно смело ее вытаскивать. Заодно, если хотите, можете ее полностью вот так целиком промыть в бензине. Я это делать не буду, она у меня полностью сухая. То есть я вытащил целиком полностью всю диафрагму, тоже через перед. И потом просто большим пальцем с тряпочкой аккуратно вытолкнул эту линзу. Предлагаю все же вначале начать с системы этой всей предустановки диафрагмы. А потом уже более к финалу запаковывать линзы, потому что здесь все будет в смазке, пальцы будут в смазке, как ты их не мой, будут оставаться следы, это тяжело потом убирать. Мне кажется, нужно полностью
всю систему собрать. Естественно, перед этим вставить вовнутрь диафрагму. А потом уже, когда уже все более-менее чистое, здесь можно все там ацетоном протереть или бензином калош, и уже жира будет меньше. Вот, продели нашу диафрагму. И теперь ищем, вот, мы находим, выставляем на одно и то же расстояние, аккуратно продеваем. Так, находим. И вот у нас оно встанет сейчас прямо под болтик. Вот эта ямочка белая. И все, вкручиваем маленький винтик. И вот оно должно плотненько зайти. Вот. Плотненько зашло. Нигде ничего вот ногтем не торчит. Оно ушло даже немножко вглубь. И вот наша диафрагма теперь закреплена. И что она? Двигается? Двигается. Начинаем сборку в обратном порядке. Вот наше колечко. И давайте его обратно накручивать. Помним, есть тут, вот она, ямочка. Вот должно совпасть. Здесь оно будет просто на резьбе. И потом ямочка должна совпасть. Ну, я думаю, что вот так. Закрутили винтик. Как понять, чтобы попали идеально прямо в то, можно сказать, такую, как выемку, гнездо, а он должен утопиться. Вот все, вот он там, ниже. Вот ушел. Значит, все правильно. Все, теперь будем это смазывать. Следом идет вот это. Здесь нужно будет смазать тонким слоем. Вот именно в этом месте оно и будет у нас скользить. И далее есть у нас вот точка. Вот здесь у нас будет фиксироваться болтиком. И чтобы не потерять местоположение, потому что потом вот эта шайба у нас будет затяжное, это кольцо, оно будет закручиваться. И чтобы в то же место поставить, я вот здесь сделал маленькую точечку. Вот она, беленькая. Вот прямо напротив. Будем все смазывать, накручивать и уже потом фиксировать. Смазали. Просто ее надеваем. И вот у нас наша красная точка. И видим, что у нас полностью закрыта диафрагма. Значит, она приблизительно должна стоять вот так. Я имею в виду, когда мы уже затяжную эту шайбу накрутим. И заодно с этими пазами под этот валик. Далее смазываем кольцо. И просто будем его накручивать. Я везде решил немного дать смазки. Я не могу сказать, она была затвердевшая, непонятно, где она есть, где она нет. Но лучше смазать, потому что даже если это кольцо будет зафиксировано, оно двигаться не будет. Но будут какие-то детали об него туда-сюда ходить, тереться, поэтому лучше смазать. И вот начинаем его потихоньку накручивать. Дальше уже, как говорится, разберемся. Правильное положение найдем. Далее находим нашу меточку. Вот она будет. Вот она, это белая наша меточка. Вот, поцарапанная. И все, загоняем наш болтик и фиксируем это кольцо. И будет оно замечательно все ходить. Дотягиваем наш болтик. Вот он у нас погрузился глубже, значит оно встало на свое место. И у нас теперь оно ходит немножко туго, но я думаю, что оно разработается. Вот уже лучше. Да, да. Вот оно ходит очень плотно, но надежно, как говорится. Здесь оно и должно так ходить. Более-менее плотно. Вот лучше уже. Все, разработалось. Пошло ходить лучше. Теперь накручиваем эту обойму, которая будет двигать саму диафрагму. Потом будем уже эти все валики и все остальное прикручивать. Потому что они будут мешать закрутить. И вот здесь она будет постоянно стукаться. Поэтому давайте, пока этих валиков еще нету, и той пластинки, мы вот накрутим это, а дальше будем уже думать. Все, немного смазали и накручиваем. И вот она у нас хорошо идет. Плавненько. Мы докрутили кольцо до упора. Вот, все, уже дальше не идет. И теперь смотрите, ищем нашу диафрагму. Вот здесь, вот оно. Тут. И нам нужно это еще назад, отводим назад. Но здесь мы не можем сюда вставлять болт, потому что здесь еще ограничитель. Нам нужно найти
паз, который напротив. Крутим, и вот он наш паз. Вот здесь будет отверстие для болта. И мы видим, что у нас вот этот ограничитель пластиковый, он как раз вот будет выстраиваться там, где вот эта пластина и валик. Вот здесь у нас будет валик, а здесь вот это у нас пластина будет прикручиваться. Вот это правильное положение. То есть мы от упора немножко делаем один оборот назад. И вот он будет у нас стукаться, этот пластиковый ограничитель. Положили смазку на этот валик, положили его тоже туда, на свое гнездо. И теперь нужно прикрутить эту пластинку. И вот мы закрутили эту пластинку. Вот здесь смазанный валик. Пластинка его накрывает. Два наших болтика. Это на камеру тяжеловато было сделать. Ну, однако, без камеры, без проблем. И давайте посмотрим, насколько у нас теперь оно ходит. Так, здесь нет. Так, 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 так. Плавно. О, как оно ходит. Просто с таким. И вот оно у нас. Вот валик пошел в смазке ходить. Еще немножко поработать. Даже оно так легко, что даже немножко проскакивает. Оно идеально в свои места становится. Вот оно все смазано. И теперь выставляем на наше значение 16, потому что закрыта диафрагма. Закрутим винт, который у нас двигает саму диафрагму, помогает ей. Вот он, наш винтик. И уже будем пробовать, все ли я правильно сделал. Болтик закрутили, и теперь проверяем вообще, правильно ли я все собрал. Так, диафрагма 2,8. У нас стоит ограничитель, не двигается. Так, дальше. Допустим, ставим до 8. Что у нас тут? Двигается. До 16. Что у нас здесь? 16. 2,8. 16. 2,8. Предустановка работает. И полностью собрано. Осталось только колечко самой диафрагмы. Здесь, не забудьте, нужно будет свести по точкам. Красные точки вместе. И остальное уже здесь вот под болтики находите гнезда. И вот наши точки. И вот у нас, видите, болтики и гнезда. Выставляем. Так. Ага, на камеру неудобно. Вот. Выставили. И закрутили наши болтики. Подтянули. И у нас 2,8, 16. 16, 2,8. Идеально плавно. Вот теперь это плавно. Действительно плавно и годится для видео, а не тот ужас, который был. Там был сухарь, оно вот так вот с такими рывками ходило. Вот теперь это действительно плавно. Отлично. Теперь будем заниматься линзами. Линзы были обработаны спиртом. Только потом еще раз были уже прочищены жидкостью для очистки. Ну и в любом случае где-то что-то будет немножко залапываться. Потом я еще финально, как говорится, пройдусь. Вот. Крепка, я думаю, больше не будет, потому что спиртом я все хорошенько протер. Ну, будем потихоньку запаковывать. Начнем мы с заднего линзоблока, потому что он немножко проще. И здесь вот у нас линза. На ней вот есть цифры. Не могу сказать, что это за цифры, но этими цифрами оно пойдет туда вовнутрь. Кристальной чистоты, сразу говорю, вы не добьетесь. Ну, не знаю, я точно не могу ее добиться. У меня здесь везде пыль. Это неизбежно. Она в воздухе, даже если ее не видно, она есть. И оно все везде потом остается, даже если вот пшикать. Поэтому я не занимаюсь этим за деньги, заниматься не буду. Ну, я не могу добиться, это все любительский уровень. Да, он такой, ну, считаю, что я развиваюсь, но все равно это уровень любительский, потому что я не собираюсь становиться профессионалом, уходить в эту профессию, заниматься там обслуживанием, ремонтом. Мне это не нужно. Я делаю это все для себя. Поэтому я это делаю на страх и риск свой. И вы тоже, ну, вместе со мной. Или же, как говорится, не занимайтесь, отдайте человеку, который на этом зарабатывает, и потом ему надавайте люлей, если он что-то вам запотит. Ну, а мне не надо. Давайте аккуратненько пробовать. Первая линза зашла. Делаем это очень плотно, на свое место ставим.
естественно, выдуваем там где какую пыль. Даже если ее там нету, ну, визуально ее не видно, но она там все равно немного есть. Вот, максимально все должно быть на своих местах, иначе могут быть какие-то там раздвоения, там где-то не будет фокуса и так далее. И там есть какие-то специалисты, которые там говорят о юстировке линз, но что это означает между ними? Нет прокладки, они должны встать на свои места, ну то есть юстировка, там вот как бы с помощью этого кольца, там, чтобы там была бесконечность и все такое, это да, все понятно, но что означает юстировка линз, не знаю, видимо кто-то вот, блядь, повыделываться хочет. Ну, что это означает? Тут есть какие-то, не знаю... Все должно быть на своих местах. Вот правило. Делаем дальше. Так. И накидываем наше колечко. И просто потом затягиваем. И дальше уже инструментом затянем. Это я буду делать сейчас не на камеру, а то могу промазать. Ну, здесь понятно. Задний линзоблок есть. Теперь передний. Точно так же. Так, внутренняя встала. Теперь среднюю. Помним, что оно выпуклостью у нас будет наружу. И затягиваем наше колечко. Вначале пальцами. Потом можно дотянуть инструментом. Ну, придется немножко еще раз вычистить. Вы как бы все и так знаете. Ну и осталась самая большая линза. Передняя. Так. И уже наше колечко титульное. Угу. Ничего, потом тиранем. И аккуратно дотягиваем инструментом. Ну, осталось только накинуть юстировочное кольцо. И попробовать эти все части между собой состыковать. Состыковываем наши части. Выводим примерно в одну линию. Здесь вот есть некое несоответствие. Но это такая конструкция. Примерно выводим наши линии в одну. Ну, допустим, вот так. И осталось только накинуть наше затяжное кольцо и соединить все части. Итак, все крутится хорошо. Нужно будет только сделать какие-то тесты. Вот у меня все еще остаются вопросы к геликоиду. Возможно, я разберу его еще раз. Вот здесь так оно и должно быть. Вот, ну, здесь я вот в одну линию по этой точке выставился. Надо сделать хоть какие-то тесты. Ну вообще шикос. Очень красивая баке. 2,8 диафрагма. И вот у нас фокус. Вот он идет дальше. Фокус есть. Все в порядке с фокусом. Чистый винтаж. Просто вообще картинка. Я понимаю, что оно изначально, скорее всего, вообще под черно-белое было сделано. Потому что фильтры прям шли бегом. То есть люди черно-белые занимались фотографией. Оно такое не сильно контрастное. Но какая же картинка прикольная с него вообще. Какое боке. Ух. Это прям винтаж. Наша актриса. Давай, вещай. Это у нас 2,8. Закатный свет. Вот, скажи что-нибудь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, конечно же. Ну, это понятно, да, это мы все знаем. Было пожелание, значит, тебя больше в кадре. Что ты можешь сказать на это? Та-да! Это популярность или нет? Сложно сказать. Ну, еще скажи что-нибудь, не знаю. Давай, снимай. Я тебя снимаю. Ну, в смысле... Давай, снимай. Я тебя снимаю. Нужно больше Анечки для бога Анечки. Ну, скажи что-нибудь. Пожелай там подписчикам, не знаю, здоровья, счастья. Желаю самых классных объективов, самых интересных находок и экспериментов. Подписчикам желаю подписаться. Да. Давай я немножко фильтр чуть-чуть отпущу. А здесь ND фильтр стоит. Это МДФ где-то сантиметров 40-45.
у этого объектива, она и была, как до того, как я его разобрал, была где-то 40-45. Вот, бесконечность почти выведена, но я решил забить. То есть там оно может быть легкий недолет до бесконечности, но он есть. Кс-кс. Эй. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Киса. Киса. Киса приуныл, да? Ух. Что он будет делать в закате, это вообще... Я не знаю, может быть это линзы у всех так, но вы посмотрите на эту картинку. Ну это же жесть какая-то вообще. Насколько крутая картинка. Сейчас я попробую фокус. Здесь, конечно, неудобное колесо фокуса. И довольно длинное. Сейчас я попробую перевести фокус. Ну, довольно неудобная, да, и довольно долгий, конечно. И это на 2.8. То есть на 2.8 резкость более чем приличная. Сейчас я немножко придавлю фильтр. Этот объектив, так как у него однослойное просветление, он, я говорю, любит от 0 до минус 0,3. И вот у нас отделение от фона идет. Вот у нас где-то идет грудной план, и здесь спокойно делается крупнее, то есть он спокойно выходит у нас на даже на поясной. Все, есть резкость, это только 2.8, и здесь у нас и мягкость, и в тот же момент достаточная резкость. Ну сделай что-нибудь еще. Сделай что-нибудь еще. Да, как-то так. Итак, давайте сделаем небольшие выводы. Наша Сонька, наш объектив. Объектив этот, он 100% интересный, он 100% уникальный, потому что у него уникальная картинка, у него уникальный рисунок, и это творческий объектив, 100% это творческий объектив. То есть с ним тяжело будет какой-то парк оптики совместить, ну просто потому что у него и оптическая схема, флектогон, такая, я не знаю, нужно смотреть, цейсовские стекла 100% есть на флектогоне, есть и просто именно так и называется, там флектогон, цейс. Ну, это все дорого и тоже неизвестно, есть ли какие-то фокусные, честно говоря, я просто, не ковырял, если там еще другие фокусные расстояния на флектогоне. Как бы то ни было, это очень интересный объектив, который дает очень интересную картинку, очень необычную. Я 100% буду его использовать в кино, в своих короткометражных работах, и, возможно, даже... Вот у меня диплом, мне нужно снимать диплом, не исключено, что я сниму его вот... Если получится, я сниму только на него. У этого объектива, по крайней мере, на беззеркальных аппаратах, ну, по крайней мере, на Соньке, где-то не 70, 0,7, как там написано, вот, 0,7, а где-то 40-45. Там, в районе 40 сантиметров МДФ. Как я достиг бесконечности? У этих объективов, у них нет, и это типа даже считается некой нормой, ввиду вот просто факта конструкции объектива. Ну, по крайней мере, вот на форумах я начитался. Информации очень мало по нему адекватной. У него нет бесконечности. И это типа, что-то типа нормы, что вот немножко недолет. Так вот, открываю секрет. Спустя 60 лет, я не знаю, может быть, только я об этом догадался, люди там какие-то переходники, какую-то там, я не знаю, вот они выдумывают, какие-то там делают проточки. Ребята, открываю секрет. Берем юстировочное кольцо и аккуратно стачиваем его об наждачку. Делаем его тоньше. В итоге линзоблок становится ближе к матрице, появляется бесконечность. Я сточил где-то процентов на 40, может быть. Это юстировочное колечко. И, если и не достиг бесконечности, то почти к ней приблизился. И мне этого достаточно. Потому что, мне этот ширик, это чтобы в узких местах, не пейзажи снимать,
а для того, чтобы в узких местах доставать, и как бы, ну вот, так как у него МДФ теперь 40 сантиметров, то можно снимать достаточно крупные планы. И это уже по-настоящему делает его интересным, этот объектив. Так что выкупайте эти объективы, если вы видите их за адекватную цену. Скорее всего, более поздние они все-таки лучше отъюстированы. Вот с этими есть проблемы. Но, как я говорю, я это сделал полностью на свой страх и риск. Я решил это тем, что я просто об наждачную бумагу просто вот равномерно сточил этот алюминиевое вот колечко вестировочное. И все. Я мог бы еще подточить его еще сильнее, но мне просто стало лень уже. Я уже запарился его шлифовать. Я мог бы сделать его еще более тонким и поймать бесконечность 100%. И я не вытаскивал никакие там балды, как есть эти лайфхаки, как сделать там МДФ там меньше. У меня 40-45 сантиметров МДФ, а не 70. Я не могу точно сказать почему, может быть из-за беззеркальной системы. Нужно делать тесты дальше. Как бы то ни было, я хочу себе еще такой теперь. То есть все, я загорелся, я понял, что это реально. Он неудобный, у него не самая удобная система именно фокусировки. Она очень... И ход длинный, и шестеренка это близко к камере. Но как бы то ни было, он делает просто вообще бомбезную картинку. Бомбезную. И я буду им работать. Так как мне пипец как нужен был ширик, вот прям бегом, то мне пришлось, конечно, с ним повозиться. И тем более, если нету аналога, вот нельзя взять и сравнить. 100% в него кто-то залез и сделал это через задницу, но мне удалось этот объектив довести до полностью рабочего состояния. Поэтому, если у вас есть возможность этот объектив купить, покупайте, пользуйтесь, потому что он действительно уникальный. Спасибо за просмотр и увидимся в разборе следующих объективов.